Друзья, всем привет! На дворе наступает потихоньку весна, а это значит, что можно заняться приведением участка в порядок. А именно, хочу заняться лесочком, который находится за нашим участком. Этот участок никем не обрабатывается, и я вообще не знаю, есть ли у него владелец. Но так как он прилегает к нашему участку, то я считаю, что должен за ним поухаживать. Тем более окно в парной будущей мини-бане как раз выходит на этот лесок. Хочется, чтобы было красиво, пусть и кажется, что сейчас сложно назвать это лесом. Также на этой территории по случаю посажу еще разных деревьев, пусть растут. А пока хочу заняться тем, что есть. Для этого надо проредить березки и ольху, которая тут растет. Спиливаю более тонкие деревья, или если их много растет слишком близко друг к другу, то оставляю просто одно. Прореживание полезно для роста остальных деревьев. Им будет доставаться больше света, они будут расти ровнее и красивее. Также сгреб листву и траву вокруг, чтобы было все покультурнее. Тут земляничные места, поэтому так ей будет легче расти и будет проще ее собирать. После того, как навели марафет в лесочке, образовалась вот такая большая куча веток, которые я планирую переработать в опилки. Это ольха, некоторые опилки будут использоваться для копчения, а некоторые опилки мы используем как подсыпку. Для переработки этих веток я буду использовать измельчитель Аффи, который в прошлом году я несколько раз уже использовал, делал полноценный обзор на него, делал обзор со сравнением с обычным бытовым измельчителем. И этот оказался в преимуществе, так как делает более приемлемую щепу, работает в несколько раз быстрее. Поэтому тот я уже давно продал, кстати, пользуюсь вот этим. Сейчас давайте проверим, за какое время у меня получится переработать эти ветки, и покажу вам, какой результат получится в конечном итоге. Совсем толстые ветки я нарезаю на дрова, а чуть потоньше 6 сантиметров пойдет в переработку. Измельчитель имеет электродвигатель на 2,2 киловатта. Для его работы надо использовать хороший удлинитель, иначе он просто будет плохо работать. Также всегда используйте защитные перчатки и очки. Надевайте удобную одежду безо всяких висящих шнурков или рукавов, так как штука мощная и опасная, если пренебрегать безопасностью. Тут все-таки стоят ножи, которые крошат дерево в щепки. Работа идет довольно просто и быстро, только успевай подавать. Толстые деревья лучше подавать постепенно, чтобы двигатель работал на максимальных оборотах. Так ветка за веткой быстро набирается коробка щепы, а это почти целая тачка. Из такой кучи веток получилось тачек 7-8 щепы, что хватит нам на весь сезон с запасом. Выгружал щепу в бетонное кольцо, которое просто стоит на участке. Получилось забить его полностью. А по времени работы, кстати, ушло 1,5 часа с перекурами, что считаю довольно быстро. Ну а на данном участке осталось только подсобрать сухую траву, пока сейчас сыровато для этого, и периодически ее скашивать. Так будет красиво не только на своем участке, но и за его пределами. Друзья, вот такое видео получилось сегодня, в котором хотелось показать, что кроме стройки надо иногда заниматься и другими делами. Также еще раз хотел показать, как работает измельчитель. Ссылки на него будут в описании под этим видео. А если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!